Дорогие друзья, приветствую всех, кто решил посетить мой канал. Сегодня мы поговорим о Тони Джа, знаменитом и талантливом киноактере, кинорежиссере, хореографе и мастере боевых искусств, который известен по фильмам о восточных единоборствах. Сегодня Тони Джа считается феноменом в мире боевых искусств, а в Голливуде выходцы из Таиланда знают как всесторонне развитого атлета-актера, удивляясь тому, как простой парень сумел превратить собственное тело в смертельное оружие. Детство и юность. Тони Джа родился 5 февраля 1976 года на северо-востоке Таиланда, провинции Сурин. Его настоящее имя – Паном Ерум. Его родители занимались разведением слонов. Невероятную прыгучесть Тони Джа развил с детства, запрыгивая на спины двух любимых слонят, и по мере того, как слонята взрослели и становились все выше, росло и мастерство в прыжках у Тони Джа. Будучи ребенком, Иран смотрел боевики с Брюсом Ли, Джеки Чаном и Джетом Ли, и, подражая своим кумирам, стал заниматься восточными единоборствами, в особенности муай-тай. Путь к изучению боевых искусств мальчик начал в 10 лет, где проявил необычайное упорство и трудолюбие. А первым его наставником стал его отец, так как имел определенный опыт тренерской работы в муай-тай. Юный Ирум был способен отрабатывать удары, увиденные им в фильмах бесчетное количество раз, до тех пор, пока они не получались именно такими, какими он видел в фильмах. Далее Паном продолжил обучение в школе при храме, где он провел успешные бои с учениками и уже в 15 лет стал обладателем титула «Мастер боевых искусств». И благодаря выносливости и хорошей атлетической подготовке юный Паном получил стипендию в Национальном колледже по физическому воспитанию. Там он изучал основы муай-тай, ушу, дзюдо и тхэквондо. В возрасте 15 лет Джа повезло, он становится учеником известного тайского каскадера и постановщика боевых сцен Пана Ритикрая, а после обучения вливается в его команду каскадеров. Талантливого молодого отца заметили после маленькой роли в фильме Пана Ритикрая и пригласили стать дублером известного гонконгского актера Сама Хуна в рекламе энергетических напитков. А в 1997 году он принял участие в фильме «Смертельная битва 2. Истребление». Следующий фильм, сыгравший огромную роль в судьбе молодого актера, боевик Онг Бак «Тайский воин», вышедший в 2003 году, в котором Паном Ирам исполнял сложнейшие трюки с экстремальной акробатикой и скоростными боями. При съемках не использовались никакие механические средства и компьютерная графика. Все трюки Джа выполнял сам. Фильм имел большой успех, и о Тони Джа заговорили как о новой звезде азиатских боевиков. Кстати, именно при съемках этого фильма ему пришлось сменить настоящее имя на более звучное и короткое Тони Джа. Следующим крупным проектом Джа стала картина 2005 года «Честь дракона». Фильм стал самой коммерческой и успешной тайской лентой, выходившей на Западе. Тони Джа активно участвовал в пиар-кампании фильма за пределами Таиланда, устраивая показательные выступления в США, Японии и других странах. Осенью 2006 года Джа приступил к работе над фильмом «Онг Бак 2», в котором он впервые пробует себя в роли режиссера. Выход картины состоялся 5 декабря 2008 года, а параллельно обретающий все большую популярность актер сыграл в фильмах «Телохранитель» 2004 и «Телохранитель 2» 2007 года, после чего решил сделать перерыв в кинематографе. Следующая картина, в которой принял участие Тони Джа, «Работорговля» 2015 года, вместе с кумиром детства Дольфом Лундгреном. А в фильме «Форсаж 7» 2015 года Тони Джа настолько сработался с Джейсоном Стэтхэмом, что актеры снялись вместе еще одной киноленте «Приоритетная цель» 2016 года. В общей сложности актер снялся в 16 фильмах. Последний фильм, который вышел на экран с участием Тони Джа, это «Тройная угроза» в 2019 году. В этой картине напарниками актера стали звезда индонезийского силата Ико Ивайс, мастер боевых искусств из Великобритании Скотт Эткинс, а также знаменитый и непревзойденный Майкл Джей Уайт. Тони Джа сейчас. Звезда муай-тай Тони Джа продолжает сниматься и работать над фильмами в качестве режиссера. Активно пользуется Инстаграмом. В социальной сети актер делится с поклонниками фотографиями с тренировок и кадрами с членами семьи. Ну а на сегодня все. Видео подходит к своему завершению. Всем желаю здоровья, успехов, удачи и благополучия. До новых встреч, дорогие друзья.